На планету прибыл инопланетный корабль, населенный странными гуманоидными существами, напоминающие креветок. Корабль завис нигде бы то ни было над самым крупным южноафриканским городом Йоханнесбургом. Чтобы хоть как-то помочь растерянным пришельцам, правительство организует для них лагерь прямо под застывшим кораблем. После некоторых наблюдений стало понятно, что креветки не могут покинуть Землю, ведь их корабль по какой-то причине вышел из строя. В городе и его окрестностях возрастает ненависть к незваным соседям, что приводит к тому, что правительству приходится выселить креветок из обжитого места на новую территорию. Ваша задача собрать нужные подписи с пришельцев и при этом остаться в живых в этих трущобах, полных озлобленных креветок, криминальных банд и нелегального оружия. Также желательно по завершению задания остаться самим собой. Возникает вопрос, как выжить в этой ситуации. Именно это мы и попытаемся понять, разобрав фильм «Район номер 9». С вами Киноголик Бережной. Приготовьте свои бланки, будьте готовы к вооруженным стычкам и не трогайте черные колбы неясного назначения. Ведь мы с вами отправляемся в район номер 9. В 80-х годах нежданно-негаданно на планету прилетел огромный космический корабль, который завис над окраинами Йоханнесбурга. Целых 3 месяца корабль не подавал признаков жизни, и тогда правительство создало специальную организацию по контролю над межвидовым общением. Был дан приказ проникнуть в корабль и найти в нем следы живых организмов. Так и было сделано, и тогда мир узнал, как выглядят инопланетяне. Эти гуманоиды были истощены, голодны и напуганы. С целью дальнейшего общения и изучения гостей с другой планеты МНЮ организовала лагерь для пришельцев. Со временем этот лагерь стал главным оплотом криминала во всем Йоханнесбурге, ведь креветок фактически оставили жить там вместе с бандитами, которые быстро смекнули, что черный рынок много заплатит за инопланетные безделушки. Как по мне, на самом деле человечеству нужны не какие-то там инопланетные безделушки, которые могут даже навредить людям, а хорошая одежда с качественными принтами. И с этим могут помочь и вполне земные технологии от Всемайки. Если ты хочешь стильно выглядеть и самовыражаться через крутую одежду, то тебе обязательно нужно зайти на сайт Всемайки. Там ты найдешь огромный выбор крутых принтов по разным фильмам, от вечной классики до взрывных новинок сезона. А качество и большой ассортимент точно не оставят тебя равнодушным. Сделать свою осень по-настоящему яркой с сайтом Всемайки очень просто. Переходи по ссылке в описании и выбирай крутые вещи, которые обязательно поднимут настроение. Ну а для своих есть мой промокод на скидку 10%, чтобы покупки стали еще приятнее. Ну так вот, из-за нарастающего недовольства местных жителей МНЮ решает выселить креветок подальше ото всех. Миссию возглавляет молодой человек, свояк шишки в МНЮ по имени Викус Ван де Мерве. Из-за специфики работы в районе на миссию также отправляются военные и наемники во главе с лысой башкой. Таким образом и начинается процесс собирания подписей на соглашение о выселении. Для начала я поверить не могу, что самая настоящая инопланетная раса оказалась в такой ситуации у нас на планете. Йоханнесбург, конечно, не самый гостеприимный город на Земле, ведь там из-за отмены властвующего долгое время апартеида, то есть разделения черных и белых, полный беспорядок. Давайте немного углубимся в историю для понимания того, что происходит в этом фильме. Йоханнесбург еще называют золотым городом или же африканским Нью-Йорком. А все дело в том, что на заре своего основания на месте будущего города нашли золотоносную породу, которая и стала причиной появления Йоханнесбурга или же, как говорят местные жители, Йобурга. Дальше все развивалось стремительно, ведь там, где есть золото, будут и золотоискатели, а там и до постройки города недалеко. А после золотодобывающие компании подтянутся, и так постепенно из равнины вырастает настоящий мегаполис. Но не все так просто, ведь большую часть населения тогдашнего Йобурга составляли белые люди, которые занимали ведущие позиции в рабочей системе города, оставляя низшую работу чернокожему населению. Чернокожим такая политика, естественно, не нравилась, но из-за существующего тогда апартеида они с этим по факту ничего сделать не могли. Так и повелось, что белые учились и работали в хороших местах, а вот остальным доставались самые худшие учебные заведения и работы. Ну и вот, чтобы отделить чернокожее население, город строил целые районы, тауншипы, куда массово выселял неугодных. Конечно же, ни о какой цивилизованности в этих тауншипах и речи быть не могло, поэтому эти места быстро стали
превращаться в настоящие трущобы, где главенствовали банды и царил беспредел. Все это время в ЮАР были белые президенты, которые только ратовали за апартеид. Но в 1994 году состоялись первые в стране демократические выборы, победу в которых одержал активист за борьбу против апартеида Нельсон Мандела, который отменил расовую сегрегацию в стране. С этого момента чернокожее население получило доступ ко всей той роскоши, в которой купались белые. Так, например, они могли наконец свободно передвигаться по городу, что не очень понравилось местному населению, ведь изменения произошли слишком резко, и люди не смогли так скоро принять равноправие. Из-за этого белые люди стали покидать страну, а в частности Йоханнесбург, оставляя цветущую инфраструктуру города во власть выходцам из трущоб. И тут их можно понять, ведь из-за той разницы уровня жизни, которая была в трущобах и городе, ни о какой скорой ассимиляции двух по сути разных жителей одной страны и речи быть не могло. Таким образом, Йоханнесбург превратился из города белых в город черных, где стали процветать наркомания, нелегальная торговля, преступность и повсеместные заболевания СПИДом. Грубо говоря, трущобы пришли в самый центр города. Но не все белые покинули Йобург. В пределах города был основан новый даунтаун, огражденный от всего Йобурга высокими стенами и колючей проволокой. Здесь стали жить те немногие белые, кто остались в городе. Также здесь расположились штаб-квартиры многих южноафриканских компаний. По сути своей произошла рокировка, и люди поменялись местами. Теперь чернокожие главенствуют в городе, а белые живут на своей маленькой территории. А к чему я это говорю? А к тому, что всем известно, что Йоханнесбург не самый лучший город для пришельцев. Неужели мировая общественность не соизволила взять все под свой контроль? Это же немыслимый инцидент. На планету прилетели мирные пришельцы, с которыми можно обменяться знаниями и технологиями. Опыт, полученный от общения с пришельцами, может стать бесценным. Только подумайте, как скакнет человечество, получив знания, например, о двигателях, способных совершать межзвездные перелеты. Первым делом всех этих существ следовало перевести как можно дальше от этого места. Куда-нибудь на остров в океане, где они не могли бы случайно навредить людям, ведь их мораль может отличаться от нашей. Судя по увиденному, у этих существ схожий с нами способ восприятия и понимания мира. У них есть свой язык, они способны выражать эмоции, а значит, люди смогли бы наладить с ними общение. Ну типа, если человечество научило гориллу языку жестов, то научить креветку не составит никакого труда. Но это я так, в фильме-то они спокойно понимают разговорную речь друг друга. А дальше нужно пытаться понять их быт, их обычаи, их мысли, чтобы смочь определить возможность ассимиляции их с человечеством. Ведь может быть, мы не такие разные, могли бы мирно и продуктивно сосуществовать друг с другом. Представьте, каково было бы услышать их рассказы о межзвездных странствиях, о других планетах и своих жизнях. С помощью этих существ человечество смогло бы, например, осуществить свою давнюю мечту и полететь на другие планеты, чтобы изучать и колонизировать их. Мир смог бы многое получить от этих незваных гостей, но вместо этого мир оставил наших гостей мариноваться в грязном и жестоком обществе бандитов и убийц. Наш фикус продолжает проходить миссию в Постал, пока не натыкается на непослушную креветку, в доме которой он находит тайную лабораторию и непонятную колбу с черной жидкостью, которая брызгает ему в лицо. После приступа боли фикус конфискует колбу и находит склад с запрещенным оружием, а это значит, что креветку ждет наказание. В страхе за свою жизнь креветка нападает на героев, но военные уже подоспели, чтобы убить ее. Фикус повреждает руку, ему накладывают гипс, после чего он продолжает обход, где следующий пришелец в списке отказывается подписывать бумагу о выселении, считая это противозаконным действием. Креветка, которую я буду звать Сержи, пытается отстоять свои права, но тогда Фикус давит на него через его ребенка, говоря, что он заберет его, если Сержи не подпишет бумагу. Зайдя в хибару в поисках ребенка, герой чувствует себя плохо и бежит на улицу, где его рвет. Фикус решает оставить Сержи до завтра и уезжает на перекус, где у него из носа начинает течь черная жидкость. Но это лишь самое начало, ведь уже совсем скоро появляется странный кашель, на руках начинают отваливаться ногти, а дома на праздновании повышения он теряет сознание на глазах у всех гостей. Ох уж этот принцип ждать, пока петух в задницу клюнет. Самая главная ошибка персонажа — это беззаботность. Это инопланетная цивилизация, у которой могут быть свои болезни, паразиты, вирусы, да что угодно. И это что угодно могло содержаться в этой колбе с непонятными надписями на их языке. Было просто жизненно необходимо узнать у креветки, что это такое и опасно ли оно для человека. Тем более после приступа боли и рвоты. Тут как бы сам виноват. Но с другой стороны, это навряд ли бы ему чем
чем-то помогло, это лишь дало бы ему примерное понимание, что происходит. Дальше события развиваются молниеносно. В больнице ему вскрывают гипс, и оказывается, что его рука превращается в клешню Дэйви Джонса. Приезжают военные, которые вывозят его, ничего не рассказав его жене. Его привозят в научный центр, где выясняют, что его ДНК начинает меняться под ДНК креветок. Не упуская выгодной возможности, над ним проводят опыты, узнавая, что он, в отличие от обычных людей, может стрелять из оружия пришельцев. Понимая, что перед ними ценнейший экземпляр симбиоза человека и пришельца, главы МНЮ принимают решение о полном изучении всего организма фикуса, что приведет его к смерти. А самое страшное, что свояк фикуса соглашается на этот опыт, говоря его жене, что ее муж умирает от страшной болезни и они больше никогда не увидятся. Лежа на операционном столе, фикус умудряется высвободиться и чудом покинуть лабораторию, выбравшись в город. Но это, конечно же, все магия сценарного мастерства и никак иначе, но давайте представим, что в данной ситуации была хоть малейшая возможность сбежать, и мы реально сбежали. Куда идти и что делать в первую очередь? Наверное, тут только один вариант, это бежать в район номер 9 и искать ответы там. Никаких телефонов, ведь нас могут легко отследить, никаких машин, ведь нас могут легко отследить, только лишь 2 ноги или в лучшем случае угнанный велосипед и темные закоулки. И вот мы дошли до района, и какие наши дальнейшие действия? Найти ту халупу, где мы взяли колбу, и попытаться узнать, чем занимался ее хозяин у других креветок. Ну а дальше пытаемся узнать у друзей той креветки, что с нами происходит и можно ли с этим что-то сделать. Ну а если у кого-то возникнет идея отрубить себе руку в надежде на спасение, то спешу огорчить, ваш инстинкт самосохранения не даст вам этого сделать в трезвом уме. Так что любителям членовредительства нужно будет поискать что-нибудь крепкое и забористое, чтобы ослабить инстинкт. Да и если бы и получилось рубануть, далеко не факт, что процесс превращения прекратился бы на этом, ведь мы слышали, что говорили ученые о нашем ДНК. Но наш герой идет по пути наивности и приходит к своему дому, где видит агентов спецслужб. Он безуспешно звонит своим близким и пытается заказать еду в закусочной, но по телевизору передают новости о нем, говоря, что он заразился опасной венерической болезнью от пришельцев, поэтому ему приходится бежать. И бежит он в район номер 9, где пережидает ночь в одной из свободных халуп. Утром он идет в местный Макдональдс, где заказывает себе кошачьего корма, которым с удовольствием заправляется. Да так, что аж зубы выпадают. Летят вертолеты-разведчики, и чтобы спрятаться от них, фикус заходит в халупу Сержия. Там он теряет сознание, и Сержи, замечая его руку, понимает, что это он взял ту самую колбу с жидкостью, над которой он с другом работал целых 20 лет. Приходит в сознание фикус уже под землей в модуле управления кораблем, который 20 лет назад отвалился от основного судна. Там Сержи объясняет ему, что та жидкость была топливом, и его хватило бы, чтобы улететь на основное судно, где есть медицинская аппаратура, способная излечить заражение фикуса. Но без топлива, конечно же, ничего не получится. Колбу с этой жидкостью забрали к себе ученые, оставив в лаборатории МНЮ. Ночью к фикусу звонит его жена, и по этому звонку его отслеживают военные. Собравшись с мыслями, герой понимает, что есть только один вариант на спасение – украсть колбу из лаборатории. А для этого ему с Сержи понадобится оружие, которое он идет добывать у местной банды под руководством футболиста России. Ну что ж, это действительно единственный шанс получить лекарство и остаться самим собой. Но у героя нет никакого плана, кроме как действовать по наитию. Я предлагаю следующее. Герой знает местного главаря банды футболиста и знает о том, что у него не работают ноги. Также, работая в МНЮ, фикус должен был узнать о том, что местный народ очень суеверный, и они не прочь съесть пришельца в надежде получить его силу. На этом и можно будет сыграть. Придя к футболисту, нужно было рассказать ему о том, что его бандиты и он сам смогли бы обзавестись настоящей силой пришельцев, если бы они помогли нам. Мы предлагаем ему силу и возможность управлять оружием пришельцев, а просим помощь в захвате колбы с топливом. По нашему плану, мы вместе с бандой ворвались бы в лабораторию, забрали бы оттуда колбу и ушли обратно, где брызнули бы немного топлива в лицо футболисту, сказав, что остальное его банда получит после нашей посадки на корабль. Скорее всего, к нам бы приставили одного-двух сопровождающих, но креветки
креветки очень неплохо умеют драться, и мы бы смогли отбиться от них, улетев на базу, где Сержи приступил бы к нашему лечению. А после излечения нас могли бы высадить где-нибудь далеко, например, в Казахстане, где мы бы спокойно зажили новой жизнью. Но вместо этого ничего не вдупляющий герой просто заходит в стан банды, и там его заедает с одной и той же просьбой продать ему оружие. Но вместо этого футболист приказывает отрезать его руку, чтобы съесть ее, получив его мощь и исцелив свои ноги. По случайности Фикус хватает Бубас-пушку, который раскидывает бандитов, после чего он забирает необходимое оружие. Герой уходит восвояси под выкрики футболиста. А тем временем военные уже обыскивают хату Сержи, но героев там нет, ведь они уже врываются в лабораторию МНЮ. Там они почти беспрепятственно доходят до нужной комнаты, где находят колбу, но Сержи, увидев, что делают с его сородичами, впадает в ступор, застывая на месте. Приходят вояки, и тогда, вспомнив своего сына, Сержи приходит в себя, и герои сматываются обратно в район на бронемашине. В хате Сержи говорит, что на лечение потребуется 3 года, и вышедший из себя Фикус оглушает его доской, самостоятельно спускаясь в шаттл, чтобы улететь и самому попытаться себя излечить. Шаттл поднимается, но система ПВО сбивает его по приказу башки. Сержи и Фикуса арестовывают, пока незамеченный в шаттле малыш пытается что-то настроить. 3 года это, конечно, много, но куда меньше целой жизни в облике креветки. Сержи назвал такой срок из-за приоритетной необходимости сначала спасти своих собратьев, не оставляя их здесь быть подопытными кроликами. Судя по всему, он хотел улететь к себе на планету, чтобы вызвать спасательный отряд и забрать всех креветок с Земли домой. А во время всеобщей эвакуации он смог бы вылечить Фикуса. Но беда в том, что Фикусу нельзя оставаться на Земле и ждать 3 года. Его убили бы в течение 3 часов. Как вариант, можно было бы улететь с Сержи до его планеты, ведь судя по их успешной адаптации к нашим условиям, их планета имеет схожий с нашей тип. Да и будем ли мы человеком к тому времени, когда достигнем планеты? Ведь изменения происходят очень быстро, и уже вот-вот нас будет трудно отличить от любой другой креветки. Героев увозят обратно в лабораторию, но появляются бандиты, босс которых приказал привести Фикуса к нему. Бандиты расправляются с конвоем, хватают героя и ведут того к футболисту. Там он приказывает отрубить ему руку, чтобы сытно пообедать, но в этот момент малыш в модуле активирует защитную систему, надеясь спасти своего отца, но вместо этого неосознанно спасая Фикуса. В лагере бандитов из спячки выходит боевой экзокостюм, который уничтожает всех бандитов, видя, как они угрожают жизни Фикусу, которого он посчитал за своего. Экзокостюм открывается, приглашая Фикуса сесть за штурвал. Вот теперь точно все должно стать легче. Разбираемся, как работает эта штука, какие кнопки за что отвечают, и бежим спасать запертого в машине Сержи, чтобы вместе придумать, что делать дальше. За нами неоспоримая мощь, с которой никто не сможет справиться. Мы машина для убийств, способная уничтожить армию. Мы ничего не боимся. Беги, Викус! Не трогайте меня! Беги! Убирайся, не оборачивайся, трус! Беги! Беги! Кроме шейминга. Ну, по итогу в Фикусе просыпается мужчина, и он спасает Сержи от верной смерти. Вместе они бегут до разбившегося шаттла, но прикатывает крупнокалиберка, которая крепко коцает костюмчик. Чтобы дать шанс хотя бы Сержи, Фикус просит его бежать, пока он будет его прикрывать. Сержи доходит до шаттла, где активирует магнит до главного корабля, а в это время Фикус из последних сил защищает место взлета. Выстрелом в спину башка ломает экзокостюм, но шаттл уже достиг корабля, это значит, что жертва Фикуса будет не напрасной. Подходит башка, желающий самолично прикончить героя, но появляются другие креветки, которые окружают и убивают вояку, спасая Фикуса. Корабль вместе с Сержей и малышом улетают во свояси, а Фикус теряется из вида всех спецслужб. Но как-то раз жена героя нашла у своей двери самодельный цветок из алюминия. Она даже не представляет, каких трудов стоила такая тонкая работа такими крупными пальцами. Вот так мы и попытались выжить в фильме «Район номер 9». Пишите в комментариях, как бы вы действовали на месте главного героя и как вам кажется нужно было поступить с пришельцами в данных обстоятельствах. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои лайки. Не забывайте про группу ВК и юрту в Телеграме. С вами был Вячеслав Бережной. И напоследок. В русской локализации этих существ называют моллюсками, но я посчитал, что оригинальное название prawn, то есть креветка, им подходит куда лучше.